Дорогие мои радиослушатели, глубоко уважаемые товарищи меломаны и просто сочувствующие, всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. У микрофона, как вы, надеюсь, уже догадались по особой проникновенности тембра, ваш покорный слуга. Сегодня мы с вами откроем дверь в мир, где обитают не люди, а диковинные создания. Представьте себе, на сцене стоит существо, потусторонний вид, не то робот-пришелец из черно-белого фильма ужасов, не то марионетка, сбежавшая из кукольного театра. Причудливая ломаная пластика, музыка, от которой веет космическим холодом и вагнеровской эпичностью одновременно. И вдруг это существо открывает рот, и оттуда вырывается потрясающий хрустальный оперный голос. Сегодня мы с вами поговорим о человеке, чья жизнь была хоть и коротка, словно выстрел лазера в ночи, но чертовски удивительно. Имя ему Клаус Номи. Вполне возможно, многие из вас никогда не слышали его музыку, и это простительно. Он не собирал стадионы, как рок-динозавры. Его клипы не крутили по MTV сутками, но поверьте, если вы начнете копать, вы удивитесь. Некоторые из ваших кумиров, те самые, на кого вы молитесь прямым текстом, упоминают, что именно этот инопланетянин распахнул для них двери в совершенно новый мир. Дэвид Боуи, Леди Гага, художник Жан-Мишель Баския и многие другие черпали из этого источника. Он был самопровозглашенным пришельцем и, вполне возможно, из-за своего дикого стиля и совершенно безумных сценических представлений так бы и остался аутсайдером, но его невероятные вокальные данные, его голос сделали его легендой. Голос этот имеет научное название – контртенор. Это самый высокий диапазон, доступный мужчине. И поцарившим тогда, да и сейчас представлением, такой тембр предназначался исключительно для женщин. Дорогие мои радиослушатели, господа меломаны и просто сочувствующие, пришло время перевернуть пожелтевшую страницу и заглянуть в самое начало. Откуда же взялся этот инопланетный гость, этот человек-загадка? А взялся он, представьте себе, не на далекой планете Нибиру, а в маленьком уютном городке, затерянном в Баварских Альпах. На календаре 1944 год. Мир рушится, но в семье Шперберов раздается крик новорожденного Клауса. Тогда, конечно, никто и предположить не мог, что этот младенец станет легендой нью-йоркского андеграунда. Детство и юность будущего пришельца прошли в Западном Берлине, городе-острове, разрезанном надвое, городе-фронтире. Но, как вы понимаете, маленькому Клаусу было не до политики. Он слушал музыку. А слушал он по большей части оперу. Почему? Да потому что его дрожайшая матушка, фрау Шпербер, мягко говоря, не жаловала поп-музыку, считала ее, видимо, блажью и дурным тоном. Но мир менялся, и когда юный Клаус случайно открыл для себя зарождающийся рок-н-ролл, его будто током ударило. Он начал тайком, как настоящий шпион, скупать пластинки Элвиса, Литл Ричарда и прочих возмутителей спокойствия. Слушал он их в подвале, в атмосфере строжайшей секретности. Но, как это обычно бывает в детективах, конспирация провалилась. Мама обнаружила тайник и, недолго думая, сгребла все запретные сокровища в охапку и снесла обратно в музыкальный магазин, обменяв их на оперные записи. И знаете, что самое удивительное? Юный Клаус не стал рвать на себе волосы и объявлять голодовку. Он был только рад такому повороту, потому что к тому моменту он уже успел послушать и рок, и оперу, и понял, ему нравится все. Эта гремучая смесь навсегда поселилась в его душе. Его главным кумиром, его путеводной звездой стала великая оперная дива Мария Каллас. Он был в нее заочно влюблен.
И когда однажды юный Клаус попал на ее концерт, его накрыло окончательно. Он понял: «Хочу петь так же». И с этого дня начались суровые будни. Он обивал пороги преподавателей, изнурял себя бесконечными вокальными экзерсисами и еще подростком прошел курс обучения оперному искусству в Берлинской музыкальной школе. Но дальше, господа присяжные заседатели, случилось то, что неизбежно случается с любым гением в консервативной среде. Пробиться на оперную сцену в чопорном пуританском Берлине эксцентричному юноше, поющему практически женским голосом, оказалось невозможно. Представьте себе первое прослушивание. Сидят маститые импресарио, заходит этот необычный юноша, открывает рот, а оттуда чистейший хрустальный контртенор. Они просто не знали, что с этим делать, в какие вокальные ячейки его запихнуть, в мужские, в женские. Поэтому Клаус Шпербер, обладатель уникального голоса, устроился в немецкую оперу всего лишь билетером, и демонстрировать свою силу вокала он мог только перед коллегами после закрытия занавеса в нерабочее время. Эта фиаско, однако, не сломила его, а вынудила пойти другим путем. Он переключился на репертуар, смешивающий оперные арии и поп-песни, и с этим багажом отправился покорять гей-клубы западного Берлина. Там, среди дыма и свободы, его смешение стилей наконец-то нашло своего слушателя. Выступления имели бешеный успех. Это придало ему уверенности, и в 1973 году наш герой, словно перелетная птица, собрал чемоданы и решается на судьбоносный переезд в Нью-Йорк. Ну-с, дорогие мои радиослушатели, господа эмигранты в душе и просто сочувствующие. Мы оставили нашего героя в тот момент, когда он полный надежд и с парой марок в кармане ступил на грязные тротуары Нью-Йорка. Города, который, как известно, перемалывает слабых и возносит безумцев. И Клаус, надо отдать ему должное, сразу взял быка за рога. Он начал выступать в клубах Ист-Виллиджа и играть в постановках офф-бродвейских театров. Для тех, кто не в курсе, офф-бродвей — это не место, это состояние. Маленькие площадки на пару сотен мест, где искусство часто важнее кассовых сборов. Но, как вы понимаете, на одном искусстве в Нью-Йорке не проживешь. Аренда квартиры, знаете ли, штука беспощадная. И нашему будущему инопланетному гостю пришлось срочно осваивать сугубо земную прозаическую профессию, а именно кондитера. Пекаря-кондитера, если уж быть точным. И вот представьте себе эту диковинную картину. Днем некий Клаус Шпербер, немецкий эмигрант, стоит весь в муке у печи и выпекает круассаны, а вечером смывает с себя сахарную пудру и превращается в Клауса Номи. Именно там, на кухне, среди кастрюль, он и взял себе этот звучный инопланетный псевдоним. И именно в этот период он окончательно выкристаллизовывает концепцию своих выступлений. Вы только вслушайтесь в этот адский коктейль. Он хотел совместить немецкое кабаре середины 20 века, классическую оперу и андеграунд американского музыкального искусства 70-х. Валь и Брех встречаются с Верди под грохот панк-рока. Первый настоящий шумный успех обрушился на Клауса в 1978 году. Местом действия стало ночное шоу «Новая водевильская волна», устроенное безумным художником Дэвидом Макдермотом. Представьте себе этот вертеп. Там собрались все, на ком природа и цирюльник отдохнули. Экспериментальные музыканты, выходящие на сцену с собаками. Клоуны с размазанным гримом. Группы, у которых вместо гитар куски поролона. Танцовщицы бурлеска в перьях.
Зал, разогретый дешевым пойлом, одних встречал ревом восторга, других оглушительным свистом. И вот посреди этого хаоса на сцене появляется он, сильно накрашенный в образе не то робота, не то инопланетной марионетки, обтянутый пластиковым костюмом, и начинает петь. Не рок, не попсу, оперу. Интерпретацию знаменитой арии «Мое сердце открывается звуком твоего голоса» из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». И делает он это настолько шокирующе проникновенно, что в зале повисает абсолютная гробовая тишина. Фрики, пьяницы, завсегдатаи все замерли, открыв рты. А когда он закончил, тишина взорвалась овацией. И тут, внимание, самый забавный штрих. После выступления ведущему вечера пришлось буквально убеждать публику, что этот неземной голос был спет вживую, а не под фонограмму. Никто просто не мог поверить, что человек, существо из плоти и крови, способен издавать такие звуки. Дорогие мои радиослушатели и господа скептики, мы с вами добрались до того самого судьбоносного поворота, когда наш немецкий кондитер с голосом ангела и внешностью фарфоровой куклы наконец-то получает билет в высшую лигу. И билет этот, господа присяжные заседатели, был подписан не кем-нибудь, а самим Дэвидом Боуи. Но давайте по порядку. Клаус Шпербер, помните, уехал из Берлина не от хорошей жизни. Он рассчитывал, что Нью-Йорк, эта творческая мекка, этот бурлящий котел середины 70-х наконец-то подарит ему шанс. Шанс на карьеру вокалиста, который так и не далась ему в консервативной Германии. И надо отдать ему должное, он не падал духом. И фортуна, дама капризная, наконец-то повернулась к нему лицом. Да еще как! Однажды раздается звонок. Но кто на проводе? Дэвид Боуи, британская суперзвезда, хамелеон, человек, который сам только что придумал образ Зигги Стардаста. И этот самый Боуи приглашает Клауса Номи поучаствовать в престижнейшем телешоу Saturday Night Live в качестве бэк-вокалиста. А что же так зацепило Боуи в этом странном немце? Вовсе не только репертуар, господа. Боуи, как опытный серфер, катающийся на волнах стиля, мгновенно учуял уникальную стилизацию. Это дьявольское сочетание костюмов, грима и сценического перформанса. Это было свежо, дико и совершенно не от мира сего. И Боуи не просто пригласил его на одно шоу. Он, представьте себе, помог Номи выбить контракт на запись дебютного альбома. И на обложке этого альбома Клаус предстал во всей своей красе. В том самом ставшем культовом пиджаке-треугольнике, с лицом покрытым мертвенно-бледным гримом. Этот образ отсылал одновременно и к древним традициям театра кабуки, и к жутковатым куклам-марионеткам. А музыка? Музыка была под стать. Она опиралась на оперу и немецкое кабаре 20-х годов, но при этом представляла собой форменную космическую смесь из леденящих синтезаторов, нью-вейвовых ритмов, оперных партий и, конечно, того самого специфического вокала с нарочито тяжелым немецким акцентом. И вот он результат. Публика видит на сцене не человека, а пришельца, эдакого андрогинного гермафродита в ретро-футуристических доспехах. Люди терялись в догадках, пытаясь хоть как-то классифицировать это чудо. Его называли и поющим мутантом, и галактическим Пьеро, и даже, прости господи, кастрированным космическим роботом. И все это были тщетные попытки объять необъятное. И знаете, что самое удивительное? Для Номи этот инопланетный образ был не просто сценической маской. Он, называя себя марсианином, кажется, сам поверил в свое неземное происхождение. Везде он появлялся только так,
в блестящих футуристических костюмах, с сине-черными волосами, белым лицом и напомаженными губами. Живая кукла с волшебным голосом. Глядя на него, так и хочется вспомнить нашу родную марсианку Жанну Агузарову. Видимо, летели они к нам на Землю на одной тарелочке, и стилист на Марсе у них точно был один и тот же. Иначе как объяснить такое совпадение? Все это приводило к одному простому эффекту. Номи не просто излучал квир-андрогинность. Он заставлял любого зрителя замереть и задаться вопросом, а человек ли это вообще? И, собственно, сам Клаус воплощал собой андрогинность, выходящую за пределы любой мыслимой андрогинности. Это был абсолют. И вот наступает кульминационный момент, прямой эфир, телешоу. Дэвид Боуи блестяще исполняет свою версию песни «The Man Who Sold the World», а позади него, словно причудливая смесь графа Дракулы и инопланетного гостя, стоит Клаус Номи. Он не просто подпевает, он создает фон, жутковатый, завораживающий, гипнотический. Успех был грандиозный. Они даже договорились о дальнейшем сотрудничестве, но Боуи, как это часто бывает с большими звездами, больше не объявился. Исчез. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Итак, представьте себе 82-й год. Всего год прошел после дебюта, а Клаус уже выдает второй альбом. И назвал он его, вы только вслушайтесь в эту иронию, Simple Man, что в переводе значит «простой человек». Название, которое до сих пор нехило контрастирует с вычурной, я бы даже сказал, сюрреалистической обложкой. Оттуда, с картонного квадрата, на слушателя взирает пугающий гипнотический портрет самого Номи с футуристической геометрически выверенной прической и вздернутыми бровями. Ну, какой же это к лешему простой человек? Это же гонец с Проксимы Центавра. Но самое интересное, господа присяжные заседатели, таилось внутри, в звуке. Холодный, чуть отстраненный нью-вейвовый саунд дебюта тут немного потеплел. Он оброс таким сочным, пружинящим фанковым басом, от которого ноги сами просятся в пляс. Добавьте сюда каскад барабанных сбивок и целую тонну самой разнообразной электроники того времени, и вы получите коктейль, от которого могла взорваться не только голова, но и любой танцпол. Хотя, конечно, господа, не стоит бояться. Фирменный, запредельный оперный вокал никуда не делся. И в этом-то и весь фокус, вся магия Клауса Номи. Он один из тех редких блестящих музыкантов, которые на одной песне могут заставить вас плясать так, что ноги отвалятся, а уже на следующем треке сжать ваше сердце в такие чугунные тиски, что ком в горле становится неизбежностью. Слушаешь, значит, фанковый бит, а тут бац, врывается оперная ария, и ты уже рыдаешь в 3 ручья. Все-таки опера, господа, великая штука. Она способна пронять даже самого черствого сухаря. И тут случается то, что иначе как чудом не назовешь. Певец-изгнанник, тот самый парень, кому долгие годы приходилось сводить концы с концами в Нью-Йорке,
в буквальном смысле выпекая линцевские торты и лимонные пироги, вдруг получает признание у себя на родине, в Германии, в том самом консервативном Берлине, где его когда-то не взяли даже в кардебалет. И в середине 82-го наш вчерашний кондитер уже выступает в телешоу знаменитого Томаса Готшалька со своим хитом Total Eclipse. А в декабре того же года, представьте себе эту феерию, он выходит на сцену в сопровождении большого оркестра в престижной программе, которую транслировало не что-нибудь, а само баварское радиовещание. Вот такой вот вираж судьбы. Ну, дорогие мои радиослушатели, господа скептики и просто сочувствующие. Вот мы и подошли к той главе, где даже у меня, вашего покорного слуги, видавшего виды, начинает предательски щемить в груди. Итак, несбыточная мечта маленького Клауса Шпербера, та самая, что казалась всем вокруг чистой воды утопией, мечта об успехе в качестве вокалиста осуществилась. Да, ради этого пришлось пересечь океан, выпекать торты для богатых бездельников и стать инопланетянином. Но мечта сбылась. Однако, господа присяжные, у судьбы, как у кривого зеркала в комнате смеха, есть своя дьявольская ирония. Вглядитесь в кадры хроники. Вот он, Клаус Номи, на пике славы на немецком телевидении, на родине. Он поет, но присмотритесь. Под этим знаменитым белым гримом он уже выглядит заметно ослабевшим. Болезнь, о которой тогда боялись даже шептать, уже точила его изнутри. По возвращении в Нью-Йорк, в свою новую родину, здоровье Клауса начало стремительно ухудшаться. Начались бесконечные госпитализации. И тут, дорогие мои, в этом трагическом балагане случается жест, достойный пера Диккенса. Помните Дэвида Боуи? Того самого, что когда-то поманил, использовал и, по сути, позабыл о своем бэк-вокалисте. Так вот, узнав, что Номи умирает, и что ему грозят огромные неоплатные медицинские счета, Боуи вмешался. Без лишних слов, без пресс-релизов, без пафоса. Просто взял и полностью оплатил все счета. Поступок настоящего джентльмена, что тут скажешь. В великолепной, изобилующей иллюстрациями книги биографии Моники Хэмпель этот последний отрезок жизни показан со всеми трагическими, леденящими душу подробностями. И вот отчего кровь действительно стынет в жилах. Из книги явствует, насколько непостижимо бессердечным было отношение к обреченным в начале этой проклятой эпидемии. Ведь СПИД тогда называли не иначе, как чумой геев. Существовало дикое средневековое поверье, что зараза способна передаваться просто по воздуху. Люди шарахались от больных, как от прокаженных. И в этом вакууме ужаса и невежества Клаус Номи умирал в абсолютном космическом одиночестве. Рядом с ним была только его мать, пожилая немецкая фрау, которая не говорила ни слова по-английски. Она сидела у его постели в чужой стране, в чужом городе, провожая своего мальчика в последний путь. В начале августа 83-го Клауса Номи не стало. Ему было всего 39 лет. И вот мы подошли к той точке, где занавес опускается окончательно, и в наступившей тишине звучит лишь один последний хрустально чистый аккорд. И аккорд этот стал своеобразным реквиемом самому себе, эстетическим завещанием, написанным не чернилами, а самой душой. Речь идет о последней работе Номи, о знаменитой арии «Cold Song» или «Песни холода». Исполнена она была на рок-фестивале Classic Rock Nights в Мюнхене. Представьте себе это произведение великого Генри Пёрселла из оперы «Король Артур». Изначально писалось для классического могучего баритона. Ария холодного гения, который просыпается ото сна и умоляет дать ему умереть, чтобы не мерзнуть больше. И вот
За нее берется наш герой со своим уникальным неземным контртенором, и это становится одним из самых пронзительных, самых парадоксальных моментов всей сценической жизни артиста. Он поет о холоде, уже сам будучи наполовину в ледяной вечности. Мороз по коже, господа, настоящий мороз по коже, а дальше тишина и завеса тайны. Точных сведений о местонахождении могилы музыканта, о том, где покоится его бренное тело, не имеется до сих пор. Одна из самых красивых и, наверное, достоверных версий гласит: Клаус Номи, истинный пришелец, не пожелал оставаться в земле. Он завещал кремировать себя, а прах развеять над Нью-Йорком, над тем самым городом, где он пек свои пироги, где его освистывали и где ему рукоплескали. Он просто растворился в воздухе, словно и правда улетел на свою далекую планету, оставив нам лишь эхо своего голоса. Но, господа присяжные заседатели, разве можно убить звук? Номи до сих пор жив. Жив в сердцах всех любителей необычной музыки. Его песни, его вклад в культуру оказались весомее смерти. Им вдохновляются тысячи музыкантов. От культовых инди-групп до самой Леди Гаги, которая, говорят, часами изучала его пластинку. От Garbage до мрачных карнавальщиков The Tiger Lilies, которые, кстати, взяли этот высокий, лающий вокал Номи на вооружение и сделали его своей коронной фишкой. Пусть песни Клауса Номи и причудливы, они мало на что похожи. Этот парень, изучавший барочную музыку, фривольно мешая ее синти-попом, создал свой ни на чей не похожий стиль. Он был паяцем и пророком, пекарем и пришельцем. И его коут-сонг — это не точка, это многоточие, уходящее в бесконечность. Вот такая она, это короткая, но яркая, как вспышка сверхновой истории. А с вами был я, ваш покорный слуга. Не бойтесь быть странными, и да хранит вас рок-н-ролл.